Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же бумеранг ее настиг? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так, а что ж такое? Так. О, как вы настороженно относитесь к своей женщине из прошлого. Знаете, здесь проигрывается такая агрессия, какая-то вот даже неприязнь, что ли, к женщине, которая находится далеко, которая не с вами. Это, скорее всего, женщина, с которой вы расстались. Довольно продуманная, довольно женщина двуличная и очень неискренняя. Из-за этой дамы, боже, охрипла уже, из-за этой дамы вы остались, ну, я бы сказала, таким, знаете, вот тотально одиноким. Это такое одиночество в толпе, когда ничего не радует, когда никто не радует, когда есть обозленность вообще на весь женский род. Это довольно часто у нас выпадает в раскладах, да, потому что, ну, в принципе, одинаковая категория мужчин смотрит канал, поэтому не удивляйтесь, если из расклада в расклад какие-то моменты, конечно же, выпадают одинаковые, не может постоянно быть разное. Вы человек довольно светлый, довольно солнечный, позитивный, очень щедрый, вы добряк. Добряк, но вы добряк до поры до времени. Вот вы такой человек, который, знаете, вот терпит, потом все. Когда борзота уже зашкаливает, да, вот, то ваше терпение заканчивается, и вы, ну, как пружина, вы выстреливаете, и тогда мало не покажется никому. Несмотря на ваше терпение, вот вы свою женщину терпели очень долго. Я имею в виду, терпели все ее какие-то закидоны, все ее, может быть, неуважение, унижение, какие-то грубости, колкости, да, вот холод от нее. Долго терпели просто по той простой причине, что вы ее безумно любили. У некоторых проигрывается, что и сейчас любите. Женщина, которая, ну, пыталась, ну, как можно побольше денежек у вас забрать, оставить, знаете, гол как сокол, говорят. Из-за этой женщины может проигрываться, что реально вы подумываете остаться одному вообще до конца жизни. Но опять же не спешите, ребята, потому что это всего лишь ваша травма, особенно у кого свежие разводы, ну, недавние, так сказать. Это пройдет, когда вы встретите новую женщину, когда вы влюбитесь. Это я могу вам сказать со стопроцентной уверенностью. Об этом говорит и статистика. Как только мужчина влюбляется в новую женщину, да, конечно же, все вот эти негативные мысли уходят на задний план, и уже открывается новая вселенная, новый позитив и совершенно новые перспективы. Поэтому нужно пережить этот такой неприятный период. Так, что еще происходит в вашей жизни? Давайте-ка смотреть. Вы довольно неплохо зарабатываете. Вот знаете, у вас в жизни вроде бы есть все. Есть и кому помочь, есть с кем провести время, есть и финансы, работа, все есть. Вот единственное, нет счастья в личной жизни. Вот снова вы пытаете императором, уже даже как-то и не смешно, да, ну из расклада в расклад практически вы выпадаете императором. Это сильный мужчина, это самодостаточный мужчина, это мужчина с характером, это мужчина, который в принципе, да, априори не позволяет вытирать о себя ноги никому, но вот за исключением, конечно, любимой женщины. Вот здесь, конечно, это ваша погрешность. Когда вы влюбляетесь, то все, здесь уже из вас можно вить веревки. Может проигрываться, что после расставания некоторые из вас заглядывали вот в рюмку чая, просто чтобы забыться, чтобы расслабиться, чтобы как-то уйти вот от этих вот негативных мыслей, от той боли, которую вы получили. Вы человек еще такой, знаете... Вы вот за своих, вы и в радости, и в горе, вы готовы всегда вот на поддержку, вы готовы всегда вот чем можете, поможете. Это касается и друзей, и по работе, и женщин. Вы такой, ну знаете, живете для других. Опять же, это у нас выпадает уже не первый раз в раскладах, да, такой на самопожертвование вы очень
часто идете, забывая, кстати, о себе. Хоть у вас деньги есть, вы можете, в принципе, и себя побаловать, но вот как-то вот вы всегда отдаете, вы всегда помогаете, да, вы как-то, ну, вот реально вы живете для других. Вот император, который забывает про себя, как-то даже странно звучит. Так, что еще? Вы довольно неплохой любовник, вы любите интим, но опять же, вы такой человек, что вы не будете интимом заниматься лишь бы с кем. Вы должны иметь вообще, ну, то ли это ваше воспитание, ваше мировоззрение, да, вот вы даже интимом занимаетесь с той женщиной, которая для вас важна, либо которую вы любите, да. Если, допустим, есть другая категория мужчин, которые меняют женщин как перчатки, то это абсолютно не про вас. Вы скорее будете отталкивать таких женщин, вот легкодоступных, да, вы их видите, ну просто на раз-два раскусываете таких женщин, вы стараетесь их подальше держаться. И повторюсь, несмотря на то, что вы довольно страстный мужчина и любитель интима. Вплоть до того, что вы будете, ну, самоудовлетворением, уж извините за такое выражение, ну, говорю как есть, будете сам собой, да, заниматься, но вы не будете вот по помойкам прыгать, да, вы не будете собирать вот эту грязь, плюс можно поймать какой угодно букет, плюс вам будет даже вот, ну, морально противно, да, ну, лишь бы с кем, ну это не про вас. Поэтому вот вам важна своя императрица. Вы настроены, вот как бы вам плохо не было, да, но вот глубоко в душе вы настроены на то, чтобы найти, пусть спустя время какое-то, да, новую императрицу. Это сейчас мы копнули уже, ну, такие ваши потаенные уголки. Если даже у кого-то сейчас и опустились руки, да, поставили крест на личной жизни, но глубоко в душе, вот если так признаться, да, вот напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вы все равно настроены, пусть это будет через месяц, через полгода, у всех по-разному, но вы настроены на новую женщину, но это будет ваша одна, единственная, стабильная. Это не будет какой-то роман, да, вам не нужны какие-то легкие романы, вам нужна ваша императрица. Потому что вот императрица и император – это одна пара. Итак, давайте-ка смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад, которой прилетел бумеранг. Ну и снова у нас любительница денег. Ну ничего нового, ну понимаете, ну это трэш просто. Ту женщину вы безумно любили. Эта женщина была окружена настолько вашей заботой, любовью, финансами, помощью, поддержкой. Да, этот список можно очень долго продолжать. Эту женщину даже не исключено, что вы вытягивали из каких-то передряг. Вы помогали, причем может проигрываться, что она попала в какую-то довольно серьезную такую ситуацию, когда вы, ну, реально ее спасали. Может быть, от каких-то, я не знаю, там, чуть ли не от бандитов спасали. Может быть, какая-то долговая яма была. Может быть, еще какие-то серьезные ситуации, когда вот люди на грани жизни и смерти стоят. Ну, то есть вы готовы были и в огонь, и в воду ради этой женщины, да, вот вы считали, что это реально ваша самая такая большая любовь. Вот именно к этой женщине вас чувства реально переполняли. Вот переполняли настолько, вот, ну, как никогда, наверное. Может быть, даже это была любовь всей вашей жизни. Но, тем не менее, эта женщина не оценила, да, те деньги, вот финансы, те подарки, которые вы ей давали. И теперь она, конечно же, осталась без вашей любви, осталась без вашей заботы и внимания. Почему? Здесь проигрывается, скорее всего, измена. Она большая любительница мужчин. И смотрите, здесь даже может быть очень неприятный такой у вас развод, разрыв был, потому что это могут быть грандиозные скандалы, это может быть даже скандалы, которые длятся довольно длительный период, может быть даже сейчас, вот, когда вы не можете найти какой-то компромисс, да, в отношении там денег, дележки, допустим, да. То есть это человек, который очень сильно обозленный на вас, эта дама, я имею в виду, да, она не получила то, чего хотела. Она пытается это, ну, просто зубами выгрызть.
Вот посмотрите, она настолько вот вам боль причинила, которая, ну, я думаю, довольно долго длилась, либо же сейчас еще у кого-то длится. То есть, да, вот любовь и боль. Вот у меня прям, ну, честно, да, мурашек прям. Вот две карты. Безумная любовь и безумная боль, да, вот такой тандем, к сожалению, получился. То есть это дама, которая готова вот, ну, вас порвать, как тузик грелку вот сейчас. Она настолько на вас обозлена. Давайте вот все-таки уточним, откуда же такая агрессия. У нее тупик в жизни. Что за тупик? Почему тупик? А потому что у нее нету денег, у нее, знаете, у нее нет рядом мужчины, который бы давал то, что давали вы. Помимо того, что ей нужны деньги, ей все-таки хочется, чтобы ее любили. Ну, хотя бы наполовинку, как это делали вы. Но, тем не менее, такого мужчины я не вижу. Она злится, что вот вы, знаете, вот ушли и все. Вы ничего не делаете, вы не пытаетесь вернуться назад. Вы не пытаетесь как-то вот наладить с ней отношения. Она этого не ожидала. Вот у нее бумеранг ударил как раз по ее личной жизни. Это в первую очередь ударил, потому что она надеялась, что вот она ищет таких вот денежных мужчин, которые отскакивают. Видите, она хочет чувствовать себя такой обеспеченной дамой при богатом мужчине. Но она осталась вот при бубновых интересах, как это говорится, да, но вот осталась ни с чем. Вот, ну, яблочки она будет кушать, да. Ну, я, понятно, сейчас утрирую, но тем не менее. Вот она в поисках мужчины, но у нее как-то не получается. Роман за романом, она все так же манипулирует мужчинами, все так же. В принципе, ничего не меняется. То, что она делала с вами, она делает и с другими. Просто может быть более мягко, более так не резко, да, вот она присматривается к мужчинам, она вот знакомится, присматривается, насколько это выгодно, что она может поиметь этого мужчины. Потом, конечно же, если ей не дают то, что она хочет, она, конечно же, разочаровывается. Плюс мужчины видят ее характер, видят ее запросы и видят ее манипуляции, да, потому что, ну, вы прекрасно знаете, любой нормальный, самодостаточный, тем более мужчина, прекрасно раскусывает таких женщин, которые любят деньги. У нее бумеранг ударил, знаете, вот именно по той сфере, которая для нее самая болезненная, по сфере денег. Она злится, она бесится. Вы посмотрите, одни пентакли, пентакли, пентакли. Вот ей плохо. Плюс вот у нее еще не ладится личная жизнь. То, что она периодически там скачет по жезлам, но это все не то. Это так, чисто, знаете, для развлечений. А вот богатенького Буратино она все никак не может найти. Вот не может. И опять вот смотрите, ребята, у нас из расклада в расклад снова же повторяется ситуация, что вот как-то она начала больше склоняться к молодым, вот к более молодым мужчинам. Это может быть, кстати, родом из детства, опять же, либо когда женщина выросла без отца, либо же когда ее родной отец не очень хорошо к ней относился. И у нее такая своего рода нехватка мужской любви, мужской заботы, вот именно отцовской заботы и любви. Поэтому, знаете, вот она берет вот сначала она тянулась к старшим мужчинам, сейчас у нее как будто вот надлом, да, получился в психике, и она решила сама вот эту недостающую отцовскую заботу, она решила, вот знаете, как сыновей искать. И она вот этих молоденьких мальчиков решила охмурять, да, вот у нее как-то пунктик. Вот она мечется то к богатеньким мужчинам, то она мечется к молоденьким мальчикам, да, но эти молоденькие мальчики, конечно, она тоже хочет их обеспеченных. Вот у нее вот эти комплексы, они у нее срабатывают, и она вот как загнанный волк, она не знает, и к молодым тянет, и к постарше мужчинам тянет, ну, чтобы побольше денег было, понимаете? И вот она не знает, что делать, вот, но она реально запуталась, вот она запуталась, и она злится на саму себя. Она уже не знает, какую возрастную категорию ей выбрать, потому что и те ее отталкивают, и тем она не нужна.
То есть молодые отталкивают, потому что ее нравоучения не нужны, да. Они разве что, ну так, подинамят, поматросят ее и все. Постарше мужчины, которые обеспечены, они тоже ее не рассматривают для серьезных отношений, потому что прекрасно видно ее намерения, прекрасно видно, что она собой представляет и чего она хочет. Поэтому она бегает к молоденьким, к мужчинам постарше, да, и вот она запуталась, она бесится, она в тупике своего рода. И, конечно же, это и есть тот бумеранг, который она заслужила. Она как загнанный волк, да, вот она не знает, она метается от молодых к пожилым, и тупик тупиковый просто. Ну, попрыгает она по жезлам, ну и что дальше? Ну, то есть, знаете, вот она как, ну, реально уже превратится, вот, извините за такое выражение, но она просто постепенно, она в какую-то вот, ну, в помойку превратится, в которую мужчины ходят справлять свою нужду. Вот извините за такое сравнение, но по-другому я никак не могу это назвать. Но это грязь. Я уже не говорю про то, что она может подхватить какие-то букеты, да, вот венерического характера. То есть это такая женщина, которую нужно реально обходить 10-й стороной. Поэтому не переживайте, кто из вас хочет еще вернуться к ней. Здесь человек, который исключительно ориентирован на деньги, который ориентирован на выгоду. А чувства это там уже где-то там плетутся сзади, которые не в приоритете абсолютно у нее. Вот как-то так. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!